Мудрецы говорят, что если исчезнут учителя, то вскоре разрушится общество. Именно поэтому во все времена учителей ценили и уважали. В каждой судьбе учитель играет большую роль, и ее трудно переоценить. А профессия учитель, преподаватель – одна из самых сложных профессий. Как завоевать к себе уважение учеников? Как привить им любовь к учению и наукам? Как найти общий язык с молодым поколением? Какими должны быть эти отношения? У Константина Ушинского на этот счет было свое собственное мнение. Он полностью изменил отечественную педагогику и основал новую науку, ранее неизвестную в России. Родился Константин Ушинский 19 февраля, 3 марта по старому стилю 1824 года в старинном русском городе Туле, хотя в некоторых источниках годом его рождения считают 1823. Отец Константина, Дмитрий Ушинский, офицер в отставке, участвовал в Отечественной войне 1812 года, принадлежал к классу мелкопоместных дворян. Мама, Любовь Ушинская, в девичестве капнист. Родители Константина были образованными людьми. Первоначальным обучением руководила мать, Любовь Степановна. Она очень внимательно относилась к любознательности ребенка, поддерживала и развивала его. От мамы Костя получил много первоначальных знаний и развил способности к дальнейшему обучению. Когда ему было 11 лет, мама умерла, что стало для Константина сильным ударом. В 12 лет не по годам развитый подросток Костя Ушинский был принят сразу в 3 класс Новгород-Северской гимназии. Это 6 класс в наше время. Ушинский после вспоминал о гимназии и ее преподавателях с любовью и благодарностью. Он вел дневник и записал в нем свое заветное желание, к исполнению которого стремился всю жизнь. После окончания гимназии 17-летний талантливый юноша, свободно владеющий английским, немецким и французским языками, поступил в Московский университет, где обнаружил в себе не только завидную способность быстро воспринимать и критически оценивать знания, но и умение передавать их другим. И здесь ему снова повезло с учителями. Именно они оказали определяющее влияние на последующий выбор Константина Дмитриевича заняться педагогикой. Он много размышлял о свободе и равенстве людей, что в те времена вовсе не приветствовалось обществом. В 20 лет Константин Дмитриевич окончил юридический факультет университета с выдающимися успехами, а в 1846 году после защиты магистерской диссертации он получает назначение в Демидовский юридический лицей в Ярославле, сразу на должность профессора энциклопедии законоведения, государственного права и науки финансов. Неплохо для 23-летнего юноши, правда? Здесь он проявил себя как ученый-энциклопедист и талантливый лектор. Ему нравилось преподавать. Кроме преподавания истории, политической экономии, этнографии, философии, филологии и психологии, Ушинский беседовал с лицеистами о свободе человека, о свободном обществе как необходимом условии всестороннего развития, о неотъемлемом праве человека на личное достоинство. Но его взглядов не разделяло учебное начальство. Чтобы найти причину для увольнения, за Ушинским был установлен негласный надзор, слежка. О всех его передвижениях и разговорах докладывалось начальству. Но молодому профессору так и не смогли предъявить внятных обвинений. Тогда попечитель лицея просто порекомендовал уволить его. Константина Дмитриевича вынудили покинуть должность преподавателя. Ушинский вынужден уехать из Ярославля в Санкт-Петербург, где скоро убеждается, что двери всех учебных заведений России для него закрыты. А ведь на его попечении тогда уже находились сестра и жена с ребенком. Ради хоть какого-то заработка Ушинский устраивается чиновником на рутинную работу. Но и в этих обстоятельствах он не опустил руки. В свободное от службы время он продолжал трудиться, изучая философию, экономику, историю, географию, статистику и многие другие науки. Именно тогда Константин Дмитриевич начинает писать и вполне преуспевает на этом поприще.
Он сотрудничает с журналами «Современник» и «Библиотека для чтения». За ним утверждается репутация талантливого публициста. Вскоре судьба вознаградила Константина за старание и упорство. Помогла случайная встреча на Невском проспекте под Новый год с бывшим коллегой из Ярославского Демидовского лицея. Мир не без добрых людей. И 1 января 1854 года Константин Дмитриевич увольняется с нелюбимой работы и устраивается преподавателем русской словесности и законоведения в Гатчинский сиротский институт. Это заведение занималось воспитанием чиновников для департаментов и министерств и отличалось строгостью порядков. Здесь процветала система наказаний за малейшие оплошности, и царила нездоровая атмосфера доносительства и враждебности между учениками. Константину Ушинскому удалось в корне изменить порядки в сиротском институте. За годы трудов он смог построить воспитательный процесс, так что кляузы и воровство ушли из стен учреждения. Кроме того, в одном из кабинетов института Константин Дмитриевич обнаружил архив и полное собрание педагогических книг. Одного из прежних инспекторов, так в то время называли заучей, Гугеля, педагога трагической судьбы, столкнувшегося с полным непониманием окружающими его передовых педагогических взглядов. Взяв за основу работу Гугеля, Константин Дмитриевич начинает писать книги о методиках преподавания. Следующий этап педагогической деятельности Ушинского – Смольный институт благородных девиц. Именно здесь он начал воплощать в жизнь свои методики и смелые идеи. Константин Дмитриевич никак не мог смириться с тем, что девушек делили на простых и знатных. Он работал над тем, чтобы ко всем было одинаковое отношение. Добился того, чтобы девочек учили не на французском, а на русском языке. Ушинского любили ученики и коллеги, и только начальство видело в нем вольнодумца. Назревала та же ситуация, что и в Демидовском лицее Ярославля. Он стал неудобен. Чтобы как-то отстранить неудобного во всех смыслах педагога, было принято решение отправить его за границу, в командировку на 5 лет. Константин Дмитриевич говорил: «Если вы правильно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет». Ушинский вынужденно переехал в Европу, но не впал в уныние, а начал изучать передовой опыт в воспитательной и образовательной работе. Он побывал в германских, французских и швейцарских учебных заведениях. И опять, попав в сложные жизненные обстоятельства, Ушинский извлекает пользу для себя и своего развития. Константин Дмитриевич пишет первые учебники для детей. Они получили название «Родное слово» и «Детский мир». В первой книге имелись и методические материалы по предмету словесность, специально для учителей и родителей. Его книги стали и остаются до сих пор настоящей сокровищницей в области педагогической литературы. Их переиздавали сотни раз. Ушинский писал и художественную прозу, детские рассказы и сказки. «Четыре желания», «Слепая лошадь», «Проказы старухи зимы». Эти книги пополнили классику русской литературы. А итогом всей педагогической деятельности Ушинского стал труд «Человек как предмет воспитания». Над которым Константин Дмитриевич работал по возвращению в Россию. Но, к сожалению, он так и не смог завершить работу над книгой. После возвращения на родину он прожил недолго. Ушинский умер в 1870 году в возрасте около 47 лет. За всю свою короткую жизнь Константин Дмитриевич сделал очень много. А главное, он осуществил свою юношескую мечту, записанную в дневнике. Сделать как можно больше пользы моему Отечеству. Вот единственная цель моей жизни. И к ней-то я должен направлять все свои способности. У Константина Дмитриевича родилось 6 детей. Все дочки Ушинского продолжили его дело. Они организовывали народные школы и училища. В Ярославле есть педагогический университет имени Константина Дмитриевича. Он был основан в 1908 году, а имя Ушинского университета было присвоено в 1946 году. Сейчас Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского – это современный научно-методический центр непрерывного педагогического образования государственного значения. Узнав историю Константина Дмитриевича, я могу сказать,
что в наше время образование учитывает все эти принципы, которые отстаивал Ушинский. Ученики равны между собой и при желании могут легко построить дружественные отношения с учителями. Константин Дмитриевич не разделял обучение и воспитание. Он говорил так: воспитание – скромное по наружности дело, но в то же время является одним из величайших дел в истории, на котором зиждутся царства и живут целые поколения. А как думаете вы?